Всем привет! В условиях жесточайших запретов из-за коронавируса единственное путешествие, которое мы можем себе позволить, это виртуальная реальность. Поэтому сегодняшнее видео будет посвящено виртуальной реальности, а в частности я вам расскажу свой опыт использования шлема Oculus Rift S, а также постараюсь ответить на вопрос, а стоит ли его покупать. Краткая предыстория. Шлем у меня появился в декабре 2019 года, когда я находился в Чешской Республике. Там я приобрел его за 28 тысяч рублей с учетом возврата налога tax free. Для тех, кто не знает, покупая в официальных магазинах Европы какую-либо дорогостоящую технику или товары, можно вот так взять просто и вернуть НДС от 7 до 22%. На самом деле, что получить от tax free, это та еще история, потому что мне пришлось дважды ездить в магазин, чтобы получить все необходимые документы. А учитывая то, что сотрудники не говорили на английском, а я уж тем более не говорил на чешском, это было очень сложно. Каковы же причины покупки заветного девайса? Во-первых, это выход Half-Life Alyx. Во-вторых, полное отсутствие у нас в городе и магазинах данного шлема. У нас продавался только на тот момент HTC Vive, который стоил более 100 тысяч рублей. И в-третьих, это же, конечно, цена, потому что даже использованные шлемы у нас продавались за ту же цену, поэтому я ничем не рисковал. Но на самом деле не все так просто, как оказалось. По приезду домой я обнаружил, что моя видеокарта GTX 770 не поддерживает данный шлем, к тому же нужно было установить Windows 10. Я пытался как-то запустить с танцами с бубном, но у меня не получилось. Я на это все дело психанул и поехал и купил в магазин RTX 28 Super за 48 тысяч рублей. Как вы могли уже понять, виртуальная реальность это реально дорого. 48 плюс 28 тысяч рублей, 76 тысяч рублей. И к тому же создают определенные трудности, такие как вообще достать данный шлем у нас на рынке. Что могу сказать о первом опыте использования? Это реально круто. Нет, правда, действительно офигенно, когда ты запускаешь официальное приложение Oculus первый раз, тебе предлагают пройти мини-интерактивное обучение, где ты учишься пользоваться джойстиками и в целом погружаешься в эту виртуальную реальность. Передать словами это правда сложно. Я абсолютно всем своим друзьям включал эту демку, и они были в восторге. К сожалению, не все программы и игры дотягивают до этого уровня, до уровня этой демки, но, безусловно, стоит понимать, что если вы собираетесь покупать эту вещь, то для нее существует несколько применений. Первое. Порно. Ощущается интересно, но такое ощущение, что тебя окружают какие-то великанши, поэтому, такое себе. Второе, это искусство. Сейчас существует много различных программ, которые позволяют себя самореализовывать. Можно рисовать граффити, строить дома, в том числе и профессиональные программы по архитектуре и конструированию. Действительно, это выглядит очень здорово и развивает ваше пространственное мышление. Еще одна причина, о которой я говорил в начале видео, это путешествие. С помощью шлема вы можете путешествовать в другие страны, в другие миры за счет специально созданных фильмов для VR. Мне очень понравилась Google Earth. Это бесплатная программа, которая почему-то в России недоступна, но есть пути решения, чтобы ее добавить на русский. Ссылку я добавлю в описании. Через данную программу вы можете побывать везде, где проехал Google автомобиль, или же использовать снимки мест в 360 градусов, которые оставили пользователи. Это очень интересно, тем более в период пандемии, побывать там, где ты не можешь побывать, например, в Гонконге или в Париже. Следующая причина – это игры. На самом деле, если вы выбираете шлем только из-за игр, то хочу вас огорчить. Тут почти не во что играть. На данный момент времени количество реально интересных игр можно пересчитать по пальцам. Большинство игр похожи на какие-то технодемки или же на игры, которые больше 10 минут особо не поиграешь, потому что просто становится скучно. Даже Half-Life Alyx проходится за 12-14 часов, и если разделить стоимость комплекта видеокарта плюс шлем, то это получается 1 час игрового времени стоит прям очень дорого, в районе 3000 рублей. Но количество шлемов у пользователя растет, и новые серьезные проекты стали появляться, что в свою очередь развивает направление виртуальной реальности. И последнее применение – это собиратель пыли на полке. Собственно, так он у меня сейчас и используется. Что ж, давайте соберем плюсы и минусы конкретно данного шлема. Минусы. Постоянно садятся батарейки. Решается вопрос с покупкой аккумуляторов, но они могли бы предусмотреть эту возможность заранее и придумать какую-нибудь док-станцию. Следующий минус – нельзя отрегулировать межзрачковый интервал только программным способом. Для кого-то это будет критично. Третий минус – определение джойстиков пространства происходит через камеры на шлеме, поэтому иногда он теряется в пространстве, когда ты пытаешься достать что-то из-за спины, но сейчас это решается программным способом, но в целом порой бывает неприятно. Плюсы. Это отличное сочетание цены и качества среди прочих шлемов. Прям вот такая, знаете, золотая середина. В данном пункте я учитываю все технические характеристики, которые есть у данного шлема, вы можете посмотреть их спокойно в интернете, но в целом с точки зрения зернистости тут все достаточно на хорошем уровне, все видно и какого дискомфорта не возникает. Комплект он также полон, поэтому за те деньги, которые просят на официальном магазине $400, это прям супер шлем.
Следующий пункт — это удобная установка и юзабилити. Сразу из коробки можно достать и играть без танцев с бубном. К тому же в шлеме уже встроена акустическая система, микрофон и динамики. Я пытался брать другие наушники, но мне это казалось неудобным, потому что тогда конструкция, которая ложится на твой голос, становится прям такой громоздкой и становится прям, некомфортно играть. А текущие динамики, они в целом меня устраивают. Следующий плюс — это магазин Oculus, который позволяет не только покупать игры, но и скачивать бесплатные VR-фильмы, какую-то VR-анимацию, которая также достаточно интересна. Ну и, конечно же, поддержка Steam и всеми современными играми, в том числе и скачанные с торрентов. Все запускается без каких-либо проблем и танцев с бубном. И какой же вердикт? Если вы хотите покупать этот шлем только с целью прохождения Half-Life Alyx, то лучше его не покупать. В данном случае идеальный для вас вариант — это пойти в игровой VR-клуб и там ее пройти. Да, вы потратите 5-6 тысяч рублей, но при этом вам не придется платить 50-60 тысяч только за один шлем, который будете использовать 14 часов. Это банально невыгодно. Почему я говорю о 50-60 тысяч рублей? Да потому что барыги с Авито охренели. Безумно дорогая цена, при условии, что на официальном сайте он стоит $400, и полгода назад была цена такой же. Но с учетом того, что Oculus официально в России нет, барыги наживаются на нас, простых граждан. Кстати, недавно была новость о том, что фирма Oculus сует с одной из российских компаний, которая в свою очередь зарегистрировала торговую марку Oculus в России. До того, как это сделал реальный Oculus. И в свою очередь это значит только то, что Facebook, он же Oculus, хочет входить на российский рынок, и, возможно, через год-полтора мы будем иметь возможность покупать шлемы в России за цену, которая будет близка к оригинальной. Поэтому, если только для Half-Life Alyx, то, конечно же, покупать не стоит. Если же область вашего применения шире, чем просто пройти какую-то одну игру, то, безусловно, стоит брать, потому что это отличный шлем за свои деньги. Нужно понимать, для чего вы его покупаете, и, конечно же, не покупать у барыг, а попытаться найти способы доставки из-за рубежа. Да, это будет вам стоить не $400, а может быть 450, но это в разы будет дешевле, чем то, что сейчас предлагает барыги с Авито. Возможно, я сам стану когда-нибудь таким барыгой, потому что он у меня лежит и пылится, но если вам ролик понравится, то, может, я и дальше буду снимать что-нибудь про виртуальную реальность. А на этом у меня все. Пишите в комментариях ваше мнение по поводу виртуальной реальности и в целом насчет данного видео. И покупайте только нужные вещи. Всем пока!